Привет, друзья! С вами снова Сергей. И сегодня я хочу продолжить историю Васи и Зайки и Пети. Но прежде чем я продолжу, я бы хотел сказать, что я прекрасно понимаю, что сейчас происходит на Украине, что Россия ведет войну захватническую против Украины. И я хочу сказать, что я против этого. Но я хочу сказать, что русский язык и русские люди – это не Россия, это не Путин. Поэтому я считаю, что русский язык все равно имеет право существовать. И я надеюсь, что тот контент, который я буду сегодня делать для вас, вам понравится, и вы не подумайте, что он не кстати. И, кстати, насчет Васи и его друзей. Они живут в альтернативном мире, где все хорошо, где нет войны, где жизнь продолжает идти своим чередом. Так что, да, надеюсь, вам понравится сегодняшнее видео, и поехали! Эй, привет, друзья! Привет! Привет, Сергей! Привет, Сергей! Привет, Петя! Привет, Вася! Как дела? Да, так, нормально, как обычно. А у тебя, Петя? Да, тоже неплохо. Знаете, сегодня мы будем проводить еще одно интервью. Опять интервью! Ну что, а мне нравится интервью, это круто. Я суперзвезда, я звезда Ютуба, у меня много поклонников. И у тебя тоже, Вася. Правда? Вам нравится видео о нас? О, так классно. Если нравится, то пишите в комментариях внизу. И лайк ставить не забудьте. И подписаться тоже, это Сереге поможет с каналом. Ладно, давай. Итак, какое сегодня интервью? Сегодня я хочу спросить вас, что вы делали и что вы сделали вчера. Вчера? Да, вчера. Например, ты, Вася, что ты делал вчера утром? Вчера утром? Дай подумать. Вчера утром я делал домашнюю работу. О, молодец. И ты всю ее сделал? Нет, у нас много домашки. Мне еще надо сегодня делать. А я все сделал, ха-ха. Правда? Да нет, я ничего не сделал. Как обычно. Ну да, а что? Я же кот, русский ленивый кот. Ага. Ты знаешь, я вчера прочитал книгу. Ты прочитал книгу? Правда? Какую книгу ты прочитал, Петя? Я прочитал книгу, называется «Триумфальная арка». Это книга Эриха Мария Ремарка. «Триумфальная арка» Ремарка. Ну ты прям поэт. Спасибо. Ты слышал про эту книгу? Да, я слышал, и я хочу ее прочитать. Но пока у меня еще не было времени. Да. Сергей, а что ты делал вчера утром? Вчера утром я смотрел фильм. Ты смотрел фильм? И какой фильм ты смотрел? Я смотрел фильм на Netflix, называется «Проект Адама». Там Райан Гослинг, там много известных актеров. Да, я тоже смотрел этот фильм, но я его не досмотрел. Мне он не понравился. Эй, тихо, без спойлеров. Я тоже хочу его посмотреть. Может быть, я его завтра буду смотреть. Я не знаю, но ничего не говори, хорошо? Ладно, смотри. Кстати, а ты вчера уже написал письмо Зайке? Какое письмо? Ты писал ей любовное письмо. Я не писал ей любовное письмо. Да, писал. Нет, не писал. Да, он писал ей любовное письмо, и он написал там о том, как он ее любит.
Ну, хорошо, я писал, но я еще не дописал. Мне еще немного осталось. Ну вот, а ты говорил нет. Да, все хорошо. Вася, ты можешь рассказать нашим друзьям о своих чувствах? Потом. Сейчас я стесняюсь. Он стесняется. Так, хорошо. А что вы делали вчера после обеда? После обеда я вчера послушал новый альбом Нойза. А, правда? Да, очень классный альбом. Мне нравится Нойз. Он один из моих самых любимых рэперов. Да, он очень классный, и обязательно послушай его новый альбом. Да, я его уже давно слушаю, но новый альбом еще не послушал. А какую песню ты рекомендуешь мне послушать? Послушай песню, называется «Выход в город». Очень интересная метафора, красивая мелодия и также очень классный видеоклип. Там голуби. Да, хорошо, я посмотрю, спасибо. Да, пожалуйста. Так, а вечером? Вечером я вчера ходил в магазин. Я покупал продукты. Да, ты покупал продукты. Да, я покупал продукты. А что? Скажи мне, Вася, какие продукты ты купил? Ну, как обычно, тофу, веганскую колбасу я купил, еще я купил хлеб, я купил фрукты, я купил овощи. Эй, а ты купил мне рыбу? Вася, ты знаешь, я веган. Я никогда не покупаю рыбу. Но для меня и для тебя тоже я не буду покупать рыбу. Не буду тратить мои деньги. Ну и ладно, в следующий раз я тоже тебе не буду покупать. Что я не буду покупать? Я не куплю тебе соевое мясо. Ну и не надо. Так, тихо, друзья. Давайте жить дружно. Хорошо, извини. Да, ты тоже извини. Ох, друзья. В общем, давайте лучше повторим еще раз, да, что вы сделали вчера. Вчера я делал домашнюю работу, и я также покупал продукты, я купил много продуктов, и что еще? И я еще послушал новый альбом. Да, а я вчера прочитал книгу, и все. И больше я ничего не делал. А я вчера посмотрел фильм, и он был очень интересный. Вот. Хорошо, друзья, спасибо за то, что согласились, как всегда, взять интервью. Да, без проблем. Да, друзья, пожалуйста, нам очень нравится. Да, пожалуйста. Вот, спасибо, друзья. И надеюсь, если вам понравилось сегодняшнее интервью, то вы обязательно подпишитесь на мой канал и поставите колокольчик. Потому что если не будет колокольчика, то вы не увидите мое новое видео. Может быть, увидите, а может быть, нет. Кто знает. Но колокольчик точно вам напомнит: динь-динь, новое видео у Сергея. Вот. А также, если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите поддержать меня и мой проект, а также Васю, и Зайку, и Петю, то вы можете купить нам кофе на сайте coffee.com/inrussianfromafar, или вы можете стать моим патроном и поддерживать меня каждый месяц. И это будет очень классно. Вот, даже хотя бы на 1 месяц вы можете стать патроном, вам не надо делать это всегда. Вот. И там вы получите транскрипции ко всем видео, отдельные аудиофайлы к этим видео, что очень важно, когда вы слушаете этот аудиофайл. Вам не надо больше использовать ваше YouTube-приложение, да, и садить батарею. Вы можете просто включить аудио в вашем подкаст-приложении и слушать сколько вам угодно. Вот, желаю вам отличного дня, друзья. Будьте здоровы, будьте в безопасности и до скорого. Пока-пока.